Что если тысяча хищных птиц способна воскресить мертвую землю? В штате Вайоминг ученые выпустили ровно 1000 беркутов на территорию, где после десятилетий угольных разработок не росло ни единой травинки. И произошло то, чего не предсказывала ни одна научная модель. Земля, которую официально признали биологически мертвой, начала меняться быстрее, чем кто-либо мог представить. Шахта Black Thunder в северо-восточном Вайоминге закрылась в 2014 после 40 лет непрерывной добычи угля. После нее осталось 80 тысяч гектаров спрессованной породы, пропитанной кислотой и тяжелыми металлами. Почва здесь имела кислотность ниже 3 единиц по шкале pH. Это уровень уксуса. Дождевые черви погибали в этом грунте за несколько минут. Семена трав не прорастали. Даже мхи, которые выживают на голых скалах Антарктиды, отказывались здесь расти. Биолог Натан Коул из Университета Вайоминга провел на этой территории 3 полевых сезона и в своем отчете написал одно слово – безнадежно. Стандартные методы рекультивации, засев трав, внесение удобрений, высадка кустарников давали нулевой результат. Компания-оператор потратила $22 миллиона на восстановление и получила участок, который выглядел хуже, чем до начала работ. Корни растений не могли пробиться сквозь спрессованный слой породы толщиной в 1,5 метра. Без корней не было органики, без органики не было микробов, без микробов не было почвы. Именно тогда орнитолог Джессика Уорд предложила идею, которую коллеги назвали абсурдной. Она изучала беркутов в скалистых горах 8 лет и знала одну особенность этих птиц. Они не просто охотятся, они полностью перестраивают экосистемы вокруг своих гнезд. Там, где живут беркуты, грызуны меняют поведение, начинают рыть норы глубже и в других местах. Это перемещает грунт. Перемещение грунта аэрирует почву. Аэрация запускает химические реакции, которые снижают кислотность. Уорд подала заявку в службу охраны рыбы и дикой природы США и запросила разрешение на беспрецедентный эксперимент, одновременный выпуск 1000 беркутов на мертвую территорию шахты. Заявку отклонили дважды. На 3-й раз, в марте 2018-го, разрешение пришло с условием. Эксперимент ограничен 2 годами, птицы оснащены передатчиками, данные передаются в режиме реального времени. Беркутов собирали по всему западу страны. Часть птиц изъяли из реабилитационных центров. Это были особи с травмами крыльев, которых вылечили, но не могли выпустить в дикую природу из-за нарушенной ориентации. Часть поймали на временные ловушки в штатах Монтана, Айдахо и Колорадо. Каждую птицу взвесили, измерили, взяли анализ крови и прикрепили к спине передатчик весом в 20 граммов. Это меньше 1% массы тела взрослого беркута. 7 апреля 2018 года все 1000 птиц оказались на территории бывшей шахты одновременно. Транспортировку осуществляли 42 грузовика с клетками. Выпуск занял 40 минут. Операторы дронов снимали происходящее с воздуха, и видео разлетелось по всем научным каналам в тот же день. 1000 беркутов поднимаются в воздух одновременно над серой мертвой равниной и исчезают в разных направлениях. Первые 72 часа данные с передатчиков показывали хаос. Птицы разлетались на расстояние до 150 километров от точки выпуска, возвращались, снова улетали. 17 беркутов погибли в первую неделю. Столкновение с линиями электропередач и 1 случай отравления остаточными химикатами. Но 240 особей неожиданно остались. Они не улетели. Они начали охотиться прямо на территории шахты. Охотиться на мертвой земле значит охотиться на то, чего там быть не должно. Камеры зафиксировали первую добычу на 3-й день. Беркут поймал суслика в 200 метрах от границы шахты и унес тушку вглубь территории. Это был ключевой момент, который команда Уорд поначалу не оценила. Птица съела суслика не там, где поймала. Она перенесла органику с живой земли на мертвую. За первые 30 дней 240 беркутов, оставшихся на территории, перенесли внутрь периметра не менее 800 тушек грызунов, зайцев и мелких птиц. Это подтвердили данные с видеоловушек, расставленных по всей площади. Каждая тушка — это азот, фосфор, кальций и органические соединения, которых в местной почве не было 40 лет. Кости, шерсть и внутренности начали разлагаться прямо на поверхности спрессованной породы. Мухи появились на 16-й день. Первые насекомые на этой земле за 4 десятилетия. Но настоящий шок пришел не от птиц, а от того, кто пришел за птицами. На 28-й день передатчики зафиксировали крупное млекопитающее в центре территории шахты. Дрон вылетел через 8 минут после сигнала и снял койота. 1. Потом еще 2. К концу 2-го месяца на территории, где 4 года не было ни одного живого существа крупнее мухи, насчитывалось 17 койотов. Они пришли за объедками беркутов. Койоты принесли с собой то, чего не могли принести птицы. Семена. В шерсти, в кишечнике, на лапах. Анализ почвы в местах лежек койотов, проведенный в июне 2018-го, выявил 114 видов семян растений.
Из них 12 видов относились к так называемым пионерным растениям. Первыми заселяют разрушенные территории и выдерживают экстремальную кислотность. Полынь обыкновенная и колючий чертополох дали первые всходы на 43-й день эксперимента. Уорд сфотографировала эти два ростка и отправила снимок в службу охраны с подписью «Это невозможно». Параллельно происходило то, что ученые назвали эффектом страха. 240 беркутов в небе над территорией CIA создавали постоянное давление на грызунов по всему периметру шахты. Суслики и полевки, жившие на границах мертвой зоны, начали менять поведение. Вместо того, чтобы кормиться на поверхности, они углубились в землю и стали рыть новые норы. Дальше от края, то есть глубже в сторону шахтной территории. Норы достигали глубины 80 сантиметров и пробивали тот самый спрессованный слой породы, который останавливал корни растений. К середине июля 2018 на территории насчитывалось более 3000 новых нор. Каждая нора – это канал для воздуха и воды вглубь грунта. Химический анализ почвы рядом с норами показал снижение кислотности с 2,8 до 4 единиц pH. Это все еще кислая среда, но уже не смертельная для большинства микроорганизмов. В образцах грунта из нор обнаружили первые колонии бактерий рода Thiobacillus. Именно эти микробы перерабатывают серные соединения, которые и делали почву токсичной. Джессика Уорд позвонила Натану Коулу, который написал безнадежно в своем отчете, и зачитала ему данные по телефону. По ее словам, он молчал почти минуту, а потом сказал только одно: «Когда я могу приехать?» Коул приехал через 4 дня и привез с собой группу из 9 специалистов, почвоведов, микробиологов и 2 энтомологов. Они планировали провести на месте неделю, остались на 3 месяца. Первое, что выбило почвоведов из равновесия – показатели азота. В норме восстановление азотного цикла в мертвом грунте занимает от 15 до 30 лет при активном вмешательстве человека. Здесь, на участках с концентрацией птичьего помета и остатков добычи, азотный цикл запустился за 91 день. Цифра была настолько неправдоподобной, что лаборатория в Лараме пересчитала результаты дважды и подтвердила их. Энтомолог Сара Бреннан обнаружила жуков-могильщиков на 68-й день эксперимента. Эти насекомые закапывают трупы мелких животных в землю и откладывают яйца прямо в разлагающуюся органику. Один жук-могильщик за один сезон перемещает до 500 граммов органического материала вглубь почвы. На территории шахты Бреннан насчитала более 4000 особей. Это означало, что ежедневно в грунт уходило около 2 тонн органики, без какого-либо участия человека. Именно тогда группа осознала, что наблюдает не просто восстановление, а самоускоряющийся процесс. Каждый новый элемент системы ускорял появление следующего. Беркуты привлекли койотов. Койоты принесли семена. Семена дали первые растения. Первые растения привлекли насекомых-опылителей. Насекомые привлекли новых птиц, не беркутов, а мелких воробьиных, которые начали появляться на территории с августа. К сентябрю 2018-го орнитологи зафиксировали 23 вида птиц там, где 4 месяца назад не было ни одной. Паника в научном сообществе началась не от радости, а от непонимания. Ни одна существующая модель восстановления экосистем не предсказывала такой скорости. Статья Уорд с предварительными данными, опубликованная в журнале «Экология восстановления», в октябре 2018-го получила 112 запросов на опровержение в течение 2 недель. Коллеги из Стэнфорда, Корнелла и Университета Колорадо публично заявили, что данные сфальсифицированы или неверно интерпретированы. Один профессор из Беркли написал открытое письмо с требованием независимой проверки. Независимая проверка состоялась в ноябре. Комиссия из 7 ученых, не связанных с проектом, провела на территории шахты 10 дней. Они взяли 370 образцов почвы в случайных точках, пересчитали норы, задокументировали растительность и собрали насекомых. Их отчет, опубликованный в декабре, подтвердил все данные Уорд до последней цифры. Председатель комиссии, почвовед Ричард Хайнс, добавил от себя одну фразу, которую потом цитировали во всех последующих публикациях. «Мы не можем объяснить наблюдаемое с позиции существующей теории». Это признание стоило Хайнсу 3 приглашений на конференции, которые немедленно отозвали организаторы. Академическое сообщество не было готово принять, что 1000 птиц сделало то, что не смогли сделать $22 миллиона и лучшие технологии рекультивации. Тем временем на территории шахты происходило кое-что, чего не фиксировали никакие приборы. Беркуты начали строить гнезда. Гнезда беркутов – это не просто конструкции из веток. Взрослая пара строит гнездо весом до 70 килограммов и использует его десятилетиями, добавляя новый материал каждый год. К декабрю 2018-го на территории бывшей шахты насчитывалось 37 активных гнезд. Это означало, что 37 пар беркутов приняли решение остаться здесь навсегда. Каждое гнездо стало точкой концентрации органики. Птицы таскали ветки с живых деревьев за пределами шахты, принося вместе с ними споры грибов, личинки насекомых и бактерий. Под каждым гнездом радиус живой почвы составлял от 8 до 12 метров. 37 гнезд
37 островков восстановленного грунта, разбросанных по мертвой территории. Зима 2018-2019 оказалась для эксперимента критической. Температура в северо-восточном Вайоминге опускалась до минус 31 градуса. Большинство беркутов улетели на юг, но 83 птицы остались зимовать прямо на территории шахты. Это аномалия. Беркуты в таких широтах зимуют крайне редко. Уорд объясняла это высокой концентрацией добычи. Популяция грызунов на границах шахты к тому моменту выросла настолько, что птицам не было смысла улетать. Снег сыграл неожиданную роль. Он покрыл первые ростки полыни чертополоха и защитил их от промерзания. Под снежным покровом температура грунта оставалась на 2-3 градуса выше нулевой отметки. Бактерии Thiobacillus продолжали работать даже зимой, медленно снижая кислотность в верхнем слое почвы. К марту 2019-го площадь грунта с pH выше 4 единиц увеличилась с первоначальных нескольких гектаров до 870. Весной началось то, что команда Уорд назвала «каскадом возвращения». В апреле 2019-го на территорию вышли первые олени. Не один, а два. И один, и не два, а сразу 17 особей зашли с северной границы и начали пастись на участках, где выросла полынь. Олени весят от 70 до 130 килограммов. Их копыта разбивают спрессованный грунт при каждом шаге. 17 оленей за один день создали больше механической аэрации почвы, чем 3000 нор грызунов за полгода. Но олени принесли с собой и проблему. На 92-й день после их появления на территории зафиксировали первого волка. Одиночный самец из стаи, обитающий в 120 километрах севернее. Он пришел за оленями. Волк провел на территории шахты 6 дней, убил 2 оленей и ушел. Однако туши остались. 2 оленя, это около 180 килограммов органики, брошенной прямо на мертвой земле. На туши слетелись грифы, потом вороны, потом снова беркуты. За 4 дня от 2 оленей осталось то, что не смогли переработать позвоночные, кости и копыта. Этим занялись жуки. Кости оленя содержат фосфор и кальций в концентрациях, которые почва бывшей шахты не видела с момента ее закрытия. Образцы грунта, взятые через 3 недели после гибели оленей, показали рост концентрации фосфора в 27 раз по сравнению с базовыми показателями. К июню 2019-го, через 14 месяцев после начала эксперимента, площадь территории с задокументированной растительностью составила 2300 гектаров из 80 тысяч. Это казалось ничтожным, но скорость роста этой площади увеличивалась каждый месяц. В январе прирост составлял 20 гектаров в месяц. В июне уже 340. Уорд построила график и показала его Коулу. Линия на графике шла вверх не прямо, а по параболе. Парабола на графике Уорд привлекла внимание человека, которого никто не ожидал увидеть в этой истории. Джек Моррисон руководил отделом рекультивации в угольной компании Arch Resources, крупнейшем угледобытчике Вайоминга. Его компания владела еще 4 закрытыми шахтами с суммарной площадью мертвых земель в 230 тысяч гектаров. Моррисон прилетел на объект в июле 2019-го без предупреждения, в обычной машине, без свиты. Уорд узнала о его визите только когда увидела незнакомца, стоящего над почвенным разрезом с ее полевым дневником в руках. Моррисон провел на территории 2 дня. Он не задавал вопросов о науке. Он спрашивал о деньгах. Сколько стоит 1 беркут в содержании? Сколько стоит передатчик? Какова себестоимость 1 гектара восстановленной земли при этом методе? Уорд посчитала прямо при нем. Полная стоимость эксперимента с учетом всех расходов на поимку, транспортировку, оборудование и полевую работу составила $1 800 000 за 14 месяцев. Стандартная рекультивация 1 гектара мертвой шахтной земли обходится в среднем в $4000. При 80 тысячах гектаров это 320 миллионов. Метод беркутов на той же площади при сохранении текущей скорости восстановления обходился в сумму в 170 раз меньше. Моррисон улетел и вернулся через 3 недели с юристами и чеком на финансирование 2-го этапа. Академическое сообщество восприняло этот союз с подозрением. Несколько коллег Уорд публично заявили, что она продала исследования корпорации, и теперь данные будут подгоняться под интересы угольной промышленности. Уорд ответила на это одним условием, которое вписала в договор: все данные публикуются в открытом доступе немедленно, без согласования с компанией. Моррисон подписал без возражений. Деньги компании позволили расширить мониторинг до масштабов, недоступных государственному финансированию. На территории установили 180 автоматических метеостанций, 3000 почвенных датчиков и 200 камер ночного видения. Именно камеры ночного видения зафиксировали в августе 2019-го. То, что стало вторым по значимости открытием эксперимента после самого факта восстановления. Ночью на территорию шахты приходили барсуки. Не 1 и не 2. Камеры насчитали 41 особь за одну ночь. Барсуки – одни из самых мощных землекопов Северной Америки. Взрослый барсук за одну ночь перемещает до 20 килограммов грунта. 41 особь за одну ночь – это 820 килограммов перемещенной породы.
За месяц барсуки перекопали участок площадью около 60 гектаров, пробив спрессованный слой на глубину до 1,20 сантиметров. Глубже, чем любые норы грызунов. Барсуки пришли за сусликами. Суслики пришли за первыми ростками полыни. Полынь выросла из семян, принесенных койотами. Койоты пришли за объедками беркутов. Цепочка замкнулась, и каждое звено в ней усиливало все остальные. Почвовед Коул взял образцы грунта из барсучих раскопов и обнаружил там кое-что неожиданное. В перевернутом грунте на глубине от 70 до 100 сантиметров сохранились фрагменты доисторического чернозема, слои органической почвы, существовавшей здесь до начала угледобычи и погребенной под породой при вскрышных работах. Барсуки буквально выкапывали на поверхность почву возрастом от 300 до 800 лет. Этот чернозем содержал споры грибов, семена и бактерии в состоянии многолетней спячки. Часть из них оказалась жизнеспособной. В лаборатории Ларами из образцов барсучих раскопов выделили и успешно культивировали 28 видов почвенных грибов, включая микоризные, те, что образуют симбиоз с корнями растений и увеличивают их способность поглощать воду и питательные вещества в десятки раз. Эти грибы не нужно было завозить извне. Они уже были здесь, под слоем мертвой породы, и ждали момента, когда кто-нибудь перевернет землю. Микоризные грибы изменили все. До их активации растения на территории шахты росли медленно и часто гибли. Корни не могли извлечь достаточно воды из кислого грунта. После того, как споры из барсучих раскопов распространились по поверхности, картина изменилась за одно лето. Полынь, которая до этого давала ростки высотой 3-4 см, к сентябрю 2019 достигала 40 см. Это не медленное восстановление, это взрывной рост. Датчики зафиксировали изменения микроклимата над восстанавливающимися участками. Растительный покров даже в 20-30% от нормы снижает скорость ветра у поверхности Земли на 40%. Меньше ветра, меньше испарения. Меньше испарения, больше влаги в верхнем слое почвы. Больше влаги, быстрее работают бактерии. Территория начала создавать собственные условия для своего же восстановления. В октябре 2019 произошло событие, которое команда ждала и не ждала одновременно. Автоматическая камера на северо-западном участке шахты сняла медведя-гризли. Взрослый самец, вес по визуальной оценке около 240 килограммов. Гризли провел на территории 3 суток, перекопал несколько барсучих нор в поисках грызунов и ушел на север. Это был первый гризли, зафиксированный в этом районе Вайоминга за 23 года. Его появление означало одно: экосистема стала достаточно продуктивной, чтобы прокормить крупного хищника. Служба охраны рыбы и дикой природы отреагировала немедленно. Территория бывшей шахты получила статус временного охраняемого коридора. Это запрещало любую хозяйственную деятельность в радиусе 5 километров от границ участка. Компания Arch Resources могла бы оспорить это решение, но Моррисон не стал. По его словам, произнесенным на закрытом совещании и впоследствии опубликованным в отраслевом журнале, восстановленная земля уже представляла для компании большую ценность как актив, чем новые разработки. К концу 2019 года данные мониторинга показали следующее. Площадь с задокументированной растительностью 11 200 гектаров из 80 тысяч. Количество видов растений 173, количество видов птиц 61, количество видов млекопитающих 28. Средний pH почвы на восстановленных участках 5,3, что соответствует уровню слабокислых лугов. Концентрация органического углерода в верхнем слое почвы выросла в 18 раз по сравнению с исходными показателями. Но была одна цифра, которую Уорд не включила в официальный отчет и сообщила только на закрытом семинаре в университете Вайоминга в декабре. Скорость восстановления продолжала расти по параболе. Если экстраполировать кривую, полное восстановление 80 тысяч гектаров должно было занять еще 11 лет. Для сравнения, стандартные методы рекультивации дали бы тот же результат через 150 лет при условии постоянного финансирования и вмешательства человека. Один из участников семинара, гидролог из Денвера, задал вопрос, который никто до этого не формулировал вслух. А что происходит с водой? Шахтные разработки нарушили водоносные горизонты на глубине от 30 до 100 метров. Восстановление поверхностной экосистемы не означало восстановление подземных водотоков. Уорд ответила честно, они не измеряли. На следующий день гидролог остался и начал бурить скважины. Результаты пришли через 6 недель и оказались неожиданными даже на фоне всего предыдущего. Корни полыни и других пионерных растений на глубоко восстановленных участках достигали 2 метров. На этой глубине они контактировали с разрушенными шахтными пустотами. Через корневые каналы и трещины в породе поверхностная вода начала просачиваться вниз и заполнять пустоты. 3 скважины из 9 показали повышение уровня грунтовых вод на 14 сантиметров за последние полгода. Земля не просто зеленела снаружи, она наполнялась водой изнутри.
Данные по грунтовым водам запустили проверку, которую никто не планировал. Геолог службы охраны недр США Томас Ву получил отчет гидрологов в феврале 2020 и немедленно запросил спутниковые снимки территории в инфракрасном диапазоне за последние 2 года. Инфракрасные снимки показывают влажность грунта и биомассу растений с точностью до квадратного метра. Ву сравнил снимок апреля 2018 серая мертвая плита без единого зеленого пикселя и снимок января 2020. Он переслал оба снимка Word с одним словом в теме письма «Смотри». На январском снимке 2020-го зеленые и темно-синие зоны, индикаторы влажной живой почвы, покрывали 31% территории бывшей шахты. Это 18 800 гектаров за 21 месяц. Без посева, без удобрений, без техники. Но не это стало главным шоком. Ву наложил спутниковые данные на карту подземных водотоков региона и обнаружил, что 3 малых ручья, пересыхавших каждое лето, начиная с 1982 в сезон 2019 не пересохли. Они текли весь август, впервые за 37 лет. Их питали грунтовые воды, уровень которых поднялся благодаря просачиванию через корневые каналы восстанавливающейся растительности. Живые корни на поверхности вернули воду в землю, а земля вернула воду в ручьи. Уорд опубликовал эти данные в марте 2020 в журнале «Природа». Статья прошла рецензирование за рекордные 18 дней. Редакция сочла данные настолько значимыми, что ускорила процесс. В первые 48 часов после публикации статью скачали 94 тысячи раз. Это рекорд журнала за всю его историю. Реакция была немедленной и полярной. Министерство внутренних дел США включило метод в список приоритетных технологий восстановления земель. Одновременно угольное лобби в Конгрессе инициировало слушание с требованием проверить, не нарушает ли эксперимент права землевладельцев на прилегающих территориях. Появление волков и гризли создавало угрозу для скота на соседних ранчо. 3 фермера из округа Кэмпбелл подали иск против службы охраны рыбы и дикой природы, требуя прекратить эксперимент. Иск рассматривался 4 месяца. В июле 2020-го судья федерального округа Вайоминга Карен Дюбуа отклонила его, сославшись на то, что эксперимент не создавал хищников. Он создал условия, при которых хищники вернулись самостоятельно, что является естественным процессом и не может быть предметом судебного запрета. Пока шли слушания, на территории произошло то, что окончательно изменило масштаб всей истории. В мае 2020-го почвовед Коул взял контрольные образцы на участках с наиболее развитой растительностью и отправил их на углеродный анализ. Результат пришел через 3 недели и заставил его позвонить Уорд в 2 часа ночи. Почва на восстановленных участках накопила углерод. Не просто органику, именно стабильный углерод, связанный в гумусовых соединениях и недоступный для быстрого окисления. Концентрация составила 4,2% органического углерода в верхних 20 сантиметрах грунта. Для сравнения, здоровые луга Великих Равнин содержат от 3 до 5%. Восстановленная шахтная земля за 23 месяца достигла показателей, сопоставимых с естественными экосистемами, формировавшимися тысячелетиями. Коул пересчитал данные на всю потенциально восстанавливаемую площадь в 80 тысяч гектаров и получил цифру. При полном восстановлении территория способна связать от 12 до 18 миллионов тонн углерода. Это эквивалентно годовым выбросам углекислого газа от 3 миллионов автомобилей. Мертвая шахта, выкачавшая уголь и отравившая землю, могла стать одним из крупнейших углеродных депо в западных штатах. Весной 2022-го Джессика Уорд прошла пешком через центр территории бывшей шахты. Тот самый участок, где 4 года назад Натан Коул написал в отчете безнадежно. Под ногами была трава. Не редкие ростки полыни, а сплошной травяной покров высотой до колена. Над головой кружили беркуты, не 37 пар, а 112 задокументированных гнездовых пар. Из-за холма вышли 3 оленя, посмотрели на нее и не убежали. К апрелю 2022 площадь восстановленной территории составила 43 200 гектаров, 54% от общей площади бывшей шахты. Скорость восстановления не снижалась. Модель, которую Уорд построила в 2019, предсказывала полное восстановление к 2029-30. Новые данные сдвигали этот срок на 2026-27. 3 ручья, пересыхавшие каждое лето с 1982 текли 3-й год подряд. В 2 из них зафиксировали форель. Рыба вернулась самостоятельно, поднявшись из нижних водотоков. Последний раз форель водилась в этих ручьях до начала угледобычи, то есть до 1974.
Популяция беркутов на территории к тому моменту превысила 800 особей с учетом молодых птиц, рожденных уже здесь. Это крупнейшая концентрация беркутов на восстановленных промышленных землях, когда-либо зафиксированная в мире. 1000 птиц, выпущенных в 2018-м, дала начало самовоспроизводящейся популяции без какого-либо дополнительного вмешательства человека. Метод получил официальное название «каскадная биореставрация через вершинного хищника» и был включен в руководство Агентства по охране окружающей среды США как рекомендованная практика для рекультивации нарушенных промышленных земель. Австралия, Канада и Германия запустили собственные пилотные проекты по той же схеме, с беркутами в Канаде, клинохвостыми орлами в Австралии и орланами-белохвостами в Германии. Если вам тоже интересно, как природа восстанавливается с помощью беркутов и другие удивительные истории, не забывайте заглянуть на наш сайт whiteori.com. Там вы найдете еще больше интересного. Ссылка в описании, не потеряйтесь, как форель в пересохших ручьях. Компания Arch Resources применила метод на 2 других закрытых шахтах в Вайоминге. Общая стоимость обоих проектов составила $4 миллиона против расчетных 700 миллионов по стандартным методам рекультивации той же площади. Натан Коул, написавший «Безнадежно», в своем отчете 2015 года опубликовал в 2022 новую статью о той же территории. Он задокументировал 318 видов растений, 97 видов птиц, 41 вид млекопитающих и более 2000 видов насекомых на Земле, которая 8 лет назад была стерильной кислотной пустыней. В конце статьи он написал одно слово: не безнадежно. Он написал «достаточно». Ответ на вопрос, с которого началась эта история, оказался точным и измеримым. 1000 беркутов сделала то, что не смогли сделать ни $22 миллиона, ни лучшие технологии рекультивации, ни десятилетия научных попыток. Они запустили цепочку, в которой каждое живое существо создавало условия для следующего. И Земля, признанная мертвой официально, восстановилась быстрее, чем восстанавливаются некоторые леса после пожара. Единственное, что потребовалось, вернуть на мертвую землю того, кто стоит на вершине пищевой цепи, и не мешать тому, что началось дальше.